где была всегда, считалось всегда, что есть река Нил. Собственно, река, название такое в нее, и очень много фантазий про река. Это территория, которая всегда была в наибольшей степени и цивилизационно освоена, и в наибольшей степени местом столкновения разных цивилизаций, местом оккупации, местом построения систем управления. Но сейчас эта река находится полностью на территории Пакистана и Индии. То есть это прям вот что, естественно, сказать, поскольку в череде захватчиков этих территорий были испанские захватчики, Пакистан, славянская страна. Вот. И сейчас правительство Индии хочет использовать другое название, которое использовалось фольклорно на территории Индии очень давно. Название это Бхарат. Не очень понятно, что это название значит. Официальное трактование этого слова — это ищущий свет и ищущий истины, да, но там есть значение этого слова как и наполненный, значимый, и просветленный. Вообще Бахар — это древняя арабская мера веса. В санскрите Бахар имеет 24 значения, примерно как слово тугет в английском языке. И среди них есть просто значение материя, да, то есть что-то весомое, что-то сущностное. В Конституции Индии 50-го года, новой Конституции независимой Индии, есть в преамбуле фраза «Индия, которая есть Бхарат», звучит Пенджаб, которые занимаются наукой, или которые являются изучателями обращения с вопросом Индии. Напишите нам в комментариях, как вы думаете, как это правильно перевести, потому что название, собственно, сейчас парламент Индии, я считаю, можно сказать,
У меня без ничего. Обманчиво, как не могу. Давай сделаем микс. Я тебе немножечко добавлю, да? Ты мне немножечко добавишь. Нет, тогда я не пойму вкус твоего чая с огурцом. Смертельный номер в прямом эфире. Честно говоря, это какая-то вода. Держи. Ни огурца, ничего другого там чувствуется, ни лайма обещанного. Не верьте, дорогие друзья. Вот черный чай то ли... Только я прям на мазе уже был на подписании рекламного контракта с производителем чая. Поэтому мы никогда не станем богатыми. Никогда, Даша, никогда. А зато мы будем вести для вас утренние эфиры. Например, как сегодняшние. И, кстати, что сегодня нас ждет. Ну, во-первых, конечно же, нам придется поговорить в очередной раз про туалеты. Не то чтобы у нас эта тема была так зафиксирована. Если бы да, то это бы осталось за кадром. Но тут в очередной раз Путин понял, ради чего ведет войну. И поспешил нам сообщить всем, мы это тоже с вами обсудим. Кроме того, к нам будут подключаться прекрасные совершенно люди, которых мы будем ждать вместе с вами. Ну, во-первых, Никита Смагин, это политолог, он будет дебютировать у нас на канале, при том, что давно уже ходит по другим каналам. И с ним будем говорить и про Надеждина, и про Рассвет, и про альтернативные выборы Фегина. Немножко поднакопилось тем, может быть... Стоит обсудить их с политологом, имеет ли вообще все это хоть какой-то политический вес. Или это пушинка, которую просто с ладошки сдуваешь, и она летит, 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 летит. С другой стороны, не будем забывать о значимости пушинок, потому что пушинка это что? Правильно, это семя. Она летит, 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 потом в землю падает и прорастает. А у Даши сегодня интересное настроение. Философское. Философско-романтическое даже, я бы сказал. Кстати, про одного философа мы будем говорить. Жинка... Head northwest on Bob's Creek Road towards Boyd's Road. Пойдет речь с Игорем Валентиновичем Сажиным. Эта история как раз на сожжение. Кроме того, Руслан Сулейманов, востоковед, объяснит нам, что случилось с Ираном, почему он разбушевался и почему он свои ракеты отправляет то в Ирак, то в Пакистан. Кроме того, Александра Филипенко скажет нам, почему так смешно называются праймерис в Америке. Что за кокусы? Америка, в конце концов. Хватит этих кокусов. Кокусники. Продолжай, не останавливайся. Мне интересно уже стало. Как еще ты сможешь? Угробить наш эфир? Но на этом я передам тебе слово, и гробить наш эфир будешь ты, потому что сейчас... Время... Нет, сначала немножечко чат. Сразу несколько человек шутит про огуречный лосьон у меня в стакане. Я, кстати, не знаю, о чем речь. Возможно, это что-то из косметики. Я никогда не пробовал. Ну, мне кажется, да. Ты знаешь, сейчас ведь в косметической промышленности алоэ вытеснило огурцы. Ты понимаешь, что произошло вообще? Я думал, алоэ всегда ценился. Всегда было вот это... алоэ. Ну, как-то я не вижу сейчас большого количества огуречных лосьонов, но большое количество продуктов с алоэ вижу. Но ты можешь попробовать. Ты, например, можешь допить чай и пакетиком утереться. Я после эфира с тобой обязательно утрусь, вот, возможно. Но тут еще Ар жалуется. Чувствую, говорит, так, заснутость ущемляет. Все только про проснутости говорят. Это правда. Это правда, Ар, это большая проблема. Не могли бы вы тогда оценить свой процент заснутости? Кроме того, оказывает, что она есть. Что-то мне подсказывает, что мы на секундочку буквально пропадали, но надеюсь, что вы даже не заметили этого. Пока вы этого не заметили, мы быстренько развернемся. Развернемся и поговорим про то, как чувствует себя огуречный лосьон в Самаре. Но нет, про огуречный лосьон сегодня не будет. Простите, я плохо подготовился. Зато будет его жертва. Зато будет Екатерина Колотовкина. Екатерина Колотовкина, которая теперь, как вы помните, руководитель, не руководитель, а доверенное лицо Владимира Путина. Чуть не сказал руководитель Владимира Путина. Вот это был бы номер. Доверенное лицо Владимира Путина. Про другие части тела пока ничего не говорилось. Рассказала о сборе подписей в поддержку
будущего президента и бывшего президента, и действующего президента, поддержку всех президентов сразу, и призвала помогать ей в этом самом сборе. Дорогие друзья, разрешите доложить обстановку о сборе подписей в поддержку Владимира Путина в Самарской области. Я хотел запретить и пойти к следующей теме, знаешь? Но Даша разрешила. Ну ладно. Но ты тогда говори мне заранее. Несмотря на то, что город засыпало снегом, люди находят время прийти и поддержать Владимира Путина. На сегодняшний момент вы можете прийти по следующим адресам. Это во все местные отделения партии «Единая Россия». По каким адресам я что-то не поняла? Неужели кто-то может не знать, где находятся все местные отделения партии «Единая Россия»? В Волчье встану утром и как начну перечислять? Кроме того, она назвала пару торговых центров, мегасити там и так далее. В общем, не ходите за покупками туда, пожалуйста. Но заметь, с другой стороны, вот у кого проснутся, когда получше? Тогда это около Топкиной. Разрешите доложить? Там не то, что огуречная латья, там прям миксы очень мощные, 120% на лице всегда. Ладно, это было небольшое вступление, но даже в этом вступлении и даже в призыве голосовать вы, наверное, услышали про НЕК. Дело в том, что действительно Самара погрузилась, вся Самарская область, не только Самара, погрузилась в снежный коллапс, поэтому даже Колотовкина не могла не упомянуть про него. Неожиданно зимой выпал снег. Вот вы не поверите, второй день подряд идет. Сволочь такая. Вчера третий. Вчера мы вам рассказывали про 10-бальные пробки в Самаре. Сегодня будем рассказывать про ухудшившееся положение всех жителей Самары из-за того, что зимой неожиданно выпал снег. Да? Странно, не цветы цветут, не капель капает. Удивительная вещь. Остановлено движение по трассе М5 в районе села Старая Якушкина. Закрыто направление на Самару и на Уфу. Сотрудники ГИБДД пытались вчера организовать реверсивное движение на трассе, растаскивали большегрузы и перенаправляли транспортные потоки. От транспортного сообщения оказались отрезаны несколько населенных пунктов. Села Кабановка, Богородка, Екатерина, Безречье, Березники, Дубовый Колок, поселки Первомайский, Николаевка и Воронцовский в Пестровском районе просто оказались отрезаны от мира вообще. 21 век на дворе. Техника вовсю работает и чистит дороги, отчитывается власть, а главы отрезанных сел, прям как отрезанный ломоть, главы отрезанных сел отметили, что в населенных пунктах все хорошо, и система жизнеобеспечения работает штатно, в магазинах есть запас продуктов. Планочка-то снова упала, да? Смотри, казалось бы, уже падать-то ей некуда после яиц, а она снова дзынь и попадала. Чем радует сегодня нас главы населенных пунктов? В магазинах есть запас продуктов. Не факт, что будут яйца, конечно, но запас продуктов точно есть. Не факт, что хватит всем, дорогие друзья. На сколько часов запас продуктов у них не сообщается. Кроме того, жители Самарской области и все проезжающие мимо нее транзитом постояли в многочасовой пробке на ГЭС. ГЭС у нас является не только источником электроэнергии, но и путепроводом через Волгу, потому что моста через Волгу ни одного в Самаре нет. Несмотря на нас, должно это смутить, потому что вы знаете, как губернатор Самарской области любит мосты, как он их строит. И вы знаете, с другой стороны, как быстро строят Самарскую область. Но почему-то эти две особенности никак не встретятся. Быстрое строительство и любовь к мостам не могут восстановиться. Поэтому, да, действительно, можно ездить только через ГЭС. Через ГЭС, которая находится между Тольятти и Жигулевском, то есть не только в Самаре, Самарской области, ни одного моста через Волгу, что равно стоит, а путь в Москву пролегает через Волгу. Вот в чем дело. Поэтому машины ездят прямо через плотину, которая не очень сильно для этого предназначена, не выдерживает, конечно, транспортный поток федерального значения.
Ответственность, по словам Дмитрия Здарова, лежит In 300 meters, merge onto Pacific Highway, A1. учреждении Поволжского прававтодора. Я переговорил с руководителем Поволжского прававтодора по экстренным мерам для разрешения ситуации и координировал усилия ГИБДД, МЧС, Минтранса, дорожных служб муниципалитетов. К сожалению, не первый раз у нас есть далеко не организации ответственного задержания участников трассы. Причем оно даже не региональное, оно федеральное. То есть губернатор, как он говорит, вообще ни при чем. Это не Самарская область. Это вот, ну, где-то там. И их было потом будет спасибо, что ты пытаешься ткнуть пальцем в него и попасть не может туда. А давай так. Участник оказывает это. Что же делать? Говорить не надо. Он строго спросит с организацией. Но со своей стороны, конечно, даже не действует. И еще раз подчеркну, что дорога является федеральной, а не региональной. Поэтому я продолжу награждать победителей гонки чемпионов. А вы там как-нибудь вот там решаете. Очень класс, когда нужны победители гонки, а тут люди стоят 6 часов. Пробки и гонка, да, как-то не собралась. И еще один момент, довольно типичный для, по крайней мере, для Самарской области, я на самом деле думаю, что для всех губернаторов всех областей Российской Федерации. Смотрите, как без губернатора ничего не координируется. Губернатор — это такой человек, который должен прийти и всех, наконец, координировать, познакомить между собой все службы, познакомить между собой всех ответственных, кому-то догоняете, допустим, баланс между временем, и вот только тогда все заработает. Ты знаешь, у нас еще в чате чат сегодня, между прочим, тоже, кажется, мне какой-то особенный чат, потому что чат сегодня огонь. Я жалею, что не успеваю читать. Вы прекрасно, молодцы. Ну все, конечно, прикиньте, какая жизнь была бы, если бы Самаре каждый год снять куда. Страшно представить. Слушай, кстати, про чат мы же спрашивали, счастливому человеку спрашивали, что 120%, как этого добиться. Я допустим, Пожалуйста, пожалуйста, еще раз напишите. а еще помнишь, когда ты говорил про окрестные поселки и всего остального, и говорил про главный населенный поселок, в чате написали, что это окрестный было. Получается, так, во всяком случае, временно точно. Временно отрезанные главы. Мэр Самары Ладушкина тоже отчиталась о том, как она героически сражается со снегом. Отчиталась она абсолютно стандартнейшим для нее опытом. Всегда ее отчет — это поток цифр и никакого смысла. За минувшие сутки с улиц Самары вылезли 5395 тонн снега. Прошу это помнить, не знаю. Приемка ведется на 6 специализированных площадках. Расчисткой вручную занимались 3399 дворников. Каждого знаю поименно должна была добавить. Днем это было ночью, 16 января, днем 16 января на всех городских территориях трудится 3314 уборщиков, включая 2904 дворников. Не знаю, кто эти дополнительные 410 человек, но они не входят в список дворников. Точно. Выведено 303 единицы техники, выведено из строя, выведено из себя, не сообщается, куда выведено. Просто выведены из гаража. Вот, на них посмотри. Ну, кстати, вот ты смеешься над Лапушкиной, а я вчера, когда я Скорее читала... плачу. Да. Нет, у тебя сухо. А ты шести позже знаешь, что помогает? Правильно. Огуречный ланьон. Молодец. Давай. Так вот, я вчера читала и прям почувствовала, как у меня появляется какое-то зимнее новогоднее настроение. Это был даже Новый год. Серьезно? Нет, я сейчас не шучу, Антон. Я серьезно как-то соскучилась по этим цифрам. 13 игрушек повесили на елку, 2 человека наряжали, в том числе один. Ладно. С Ладушкиной понятно. Непонятно, что делают жители города, потому что то, как она сыпет
of each week, probably, a chap who might have been called the tablet monitor would take this box of broken pieces of tablet down to the Euphrates riverbank, pour in water, knead the shards into a ball, flatten it out, place it onto the bread oven, and so the following morning or the following Monday there were new tablets for the children to write on. So not only was education underway, and education in the written languages of that part of the world, but also they were sustainable. They kept using and reusing the money. Simon, your book is all about gains and losses, and you suggest that something was lost when this method for transmitting knowledge moved from oral to the written. Have you been able to put your finger on what exactly was lost? Well, that's a very deep and complex question. It takes sort of 300 or 400 pages to get to. One of the danger signs, I think, was what occurred effectively when printing on using movable metal type became a reality. Of course, it was not the Gutenberg and Caxton who conventionally believe invented it in the 15th century. It's actually the Chinese. The first printed document was something called the Diamond Sutra, which can be seen to this day in the British Museum in London. That was printed with movable type, wood, not metal, admittedly, in 897 AD, 600 years before Gutenberg. But the thing about it, the difference was that that Chinese document was deliberately for free distribution. There was no question that what was uttered, the knowledge that was, or in this case belief rather than knowledge, that was issued here was for anyone to make any money. However, come Gutenberg, stick with him rather than Caxton, and the famous 49 Bible that he produced, and which there were 43 copies left in the world, which command extraordinary prices at auction, they were to be sold. All the early printed documents, printed on the Gutenberg presses, most famously after the Bible, was Martin Luther's great declaration of assault on the Roman Church, which led to the schism and led to Protestantism. He paid for those copies. In other words, knowledge, whatever it was, whether it was a polemic or whether it was a newspaper in the 16th century, it was for money. Knowledge was therefore commodified, and therefore, in some way, sometimes benign, more often malign, it was distorted in order to make it more commercially acceptable. And so something changed once printing really took hold in the 15th and 16th centuries. Take us to a small school that was set up in 2003 and tell us what you revealed about the power of education in transmitting knowledge. An extraordinary story, really. It was began from my personal point of view when I was covering the war in 1971 that led to the birth of Bangladesh. And so there were a group of young, as I was then, foreign correspondents based in Calcutta, going up to the front each day and coming back, all staying in the Grand Hotel in Charingi in Calcutta. There were about 8 of us, and we were looked after by this young woman, then called Shukla Chakravarti, Bengali educated in Darjeeling in Calcutta, who was just a wonderful sort of den mother to us all, who looked after us and helped us get our copy back to London or Sydney or New York or wherever it was bound for. I kept in touch with her over the years, and then I was based in India and we became good friends. She then married, and then she had a daughter, and I became godfather to her daughter. She went on to Cambridge and did extremely well. But Shukla then climbed her way up the greasy pole of Indian business life, and by 2003 was a very senior Indian businesswoman, and then suddenly she said, I've done enough, I've earned enough, my child has been launched into the world. What I'm going to do is devote the rest of my life to providing education to the utterly indigent children of the city I live in. She lives in Bangalore in South India. And in Bangalore there are 800 officially registered slums with 2 million inhabitants, and the children of which there are thousands, hundreds of thousands, have no chance of education at all.
they've fallen all through the cracks. And Shukla said, this is monstrous, this is wrong, I'm going to devote the rest of my life to seeing that that wrong is righted. And so she, with a couple of friends who knew how to teach, got hold of what was called a Mazerati, which is a sort of hut on the top of a flat roof of a house in Bangalore. And she took a dressing table and a chair and a notepad down to one of these awful slums and let it be known that any child who wanted education in the English language, specifically in the English language, could have as much as he or she wanted for nothing, for free. You get school uniforms, 3 meals a day, and all the education imaginable. And at first, imagine the mothers reluctant to allow their children, but eventually, in the first week, she got 11, including she keeps reminding me of Jennifer, who came on the last day. She was just packing up her dressing table when this little barefoot child came up, despairing evidently she'd been running for a long time because she'd heard that Shukla was there, saying, my name's Jennifer, I want to be a doctor. Well, she started with those 11 children. In the first graduating class, which was, 13 or 14 years later, she had, as she has now, 4,000 children in 4 schools. It's quite extraordinary. All in their adorable little faded blue and yellow uniforms, boys and girls, so hungry for education, you wouldn't believe it. The first graduating class, 6 of them, got scholarships to Duke University in North Carolina in this country. Jennifer has indeed become a doctor. They're churning out lawyers, but not just that, mechanics and bakers and people that have a future. And they were little children. I went to, whenever I pass through, I try and go and see the school. And I was there maybe 4 or 5 years ago, going into the classroom. One stands up and says hello to Uncle Simon. What are we learning? Names of vegetables, said the little girl. All right, then these are 4.5, 5-year-olds. Shout out a vegetable, so carrot, onion. And then it got more and more complicated. Rutabaga, asparagus. To have a little 4.5-year-old child shout out asparagus with great glee, you think, these children are curious, they're hungry to learn. Well, hunger seems the appropriate description, doesn't it? Rather than the usual thirst for knowledge. Do we all have it? Is it innate in all humans? I believe so. I mean, there's a scholar called Daniel Berline, I think, who did a great investigation into the nature of curiosity. I think we do. I mean, I think it motivates, or motivated. I mean, one of the questions that's posed and pondered by this book is whether this easy availability of knowledge, because anything you might wish to know is the touch of a screen like the one I'm looking at now, has that dulled our curiosity? I don't know. I mean, extraordinary things that you hear in this country, I don't know what it's like in Australia now, where statistics or surveys in schools tell us that a sizable percentage of American 17-year-olds believe that Berlin was once divided by the Great War of China, and that the Vietnam War was fought against the Germans. So, are these children curious at any stage of their life? One wonders. One has to wonder. I'm hearing that. You make the point that we have this long-standing love affair with the quiz show, and of course with pub trivia nights. Do they occur in Australia as they do in Britain? I'm afraid they do, COVID permitting. Right. It's not a bad thing. I mean, my father would drill me mercilessly in the car. He had a book called Everything Within, I think it was called. And it turns out that Tim Berners-Lee, the inventor of the World Wide Web, he, in the exhibition in Geneva, I think it is, where the World Wide Web was born, was created by Tim Berners-Lee, there is his original Next computer and a copy of Inquire Within Upon Everything. This was a hallowed copy that his family had, much the same as my family. He won't talk about the greatest stuff that I could ever do, but nonetheless, we've had fathers with similar interests in acquiring knowledge. As I recall, it's bound in green. Now, another key invention in the story of human knowledge was, of course, the invention of paper. Again, we have the Chinese to thank for this, don't we?
Oh, and wasps. Yes, well, I put in the very first lines of the book, the first piece of knowledge that I acquired when I was stung by a wasp, which had hidden in my Wellington boot when I was coming up to 3 years old in 1947. So that taught me a number of things, not the least of them being that I could now tell, because it stung me on my left foot, that I could tell my left from my right. And so I think I joined most people in saying, what's the point of wasps? I mean, they do nothing but nasty stuff. But it turns out that they, in fact, did us a great deal of good, because this man, Kai Lun, the Chinese, a Mandarin, it has to be said, in one of the courts in central China at about 600 BC, noticed wasps with their very elaborate nests made of this rather fragile, but evidently stronger than it looked, substance, grey and translucent. And when he found one such nest lying on the ground, he one day picked up and flattened out some of this material and thought, I wonder if I can write with my calligraphy brush a character. And so he did, and it didn't soak through. And he thought, let's work out how the wasp does this. And so for some months, maybe longer, he followed wasps around and saw them taking bits of bark and fabric and leaves and grass and stuff and masticating them and spitting them out and stamping it with their little wasp feet and turning it into the substance from which they made their nests. And he thought, well, maybe I can do this. And he started making what we now call paper. And so Chinese paper dates back 3,000 years and became the medium, having previously, of course, people used papyrus and vellum and expensive things like that. Very inexpensive, easy to make, and of course you tend to make better and better quality paper as the years go on. And until the computer took over, one of the, probably the most sort of useful substance in the transmission of knowledge ever known. I shall never look at a wasp the same way again. Now, a corollary of this accumulation of knowledge is the need to store it. Enter the library. Yes, and all manner of curious libraries, and once again, the first known to have existed was not far from Nippur, once again in Mesopotamia. The most famous, of course, is Alexandria in northern Egypt. That's one of the reasons that Alexa is the name for the electronic assistant that I think Google, or maybe it's Amazon, has today. But that library, of course, disappeared many years ago. There were all sorts of attempts to create sort of parallel libraries. The mad pair of Belgians in the latter part of the 19th century decided all the knowledge in the world should be written onto 3x5 filing cards and stored in oak filing cabinets. And as you can imagine, there were thousands, hundreds of thousands, and millions of cards occupying acres of wooden and oak filing cabinets. And so you could ring up, apparently in 1903, a number in Brussels, and for 20 Belgian francs, which wasn't a great deal, you could inquire on anything you wanted to know. But I mean, you can imagine, you wanted to know something about the birth pangs of a giraffe or something, and someone would take your inquiry and run down the halls and eventually find G for giraffe and come back with 3 by 5 cards and read it to you. And that was hardly the most efficient way, but it nonetheless was a library, and it existed until the 1930s. And it still exists today, although just as a curiosity, in a former parking garage in Mons in northern Belgium. It's a sort of damp basement presided over by another lugubrious curator. And then you get on to the great libraries of the world, one not far from me here, the Public Library, the British Library, of course, in London, the London Library, which is my favourite, the extraordinarily eccentric private library in St James's Square, where you can borrow as many books as you like for as long as you like. I once wanted a volume 4 of a Royal Naval study of the islands of the South Pacific, but one of the 4 volumes was missing, and when I went down to the front desk and inquired, first he looked on the computer and said, not quite sure where it is, but then he said, wait a minute, and found a sort of shoebox, and in it was some dog-eared file cards, and he said, yes, Mrs. Thompson
in Torquay. I see from this, he's had it since 1958, and we wrote here in 1971, and again in 1979, 1986. So, do you need it? And I said, well, yes, I do, I'm afraid. He said, well, in this case, and I'm assuming she's still alive, I will write there again, and this time I'll be very firm with her. Well, of course, other members, apart from your good self, Dickens, Gladstone, Kipling, Churchill, Darwin, Virginia Woolf, our beloved T.S. Eliot, even Agatha Christie. And who is the president now of the London Library? No less than Helena Bonham Carter. You are listening to Late Night Live Summer, and this is my chat with Simon Winchester about his latest book, Knowing What We Know, the transmission of knowledge from ancient wisdom to modern magic. And you can listen to all the Late Night Live summer programs on the ABC Listen app. Now, one of the things you write about at great length are the polymaths, and that reminds me of the role with libraries of Benjamin Franklin. Yes, there was a polymath to beat all polymaths, really, and of course his enormous affection for libraries, and what led ultimately, of course, to the Library of Congress. Yes, and Thomas Jefferson similarly. I mean, these great men, I'm glad you brought them up, because I don't want to sort of jump too far ahead of myself, but I'm very interested in the role of wisdom in a number of debates that have taken place, and I chose three of what I think is reasonable interest. How much wisdom was deployed, for instance, among the founding fathers who put their names to the American Constitution. And if you look at these papers written, called the Federalist Papers, when people of the likes of Jefferson and Franklin wrote commentaries on the Constitution, the American Constitution as it was being written, and they were incredibly wise, and they did indeed nudge the writers of the Constitution to change various parts of it. Then you come on to 1945, and another sort of momentous decision whether or not to drop an atom bomb or two atom bombs on Japan. And there was a committee set up in 1944 of wise people to decide whether or not it would be prudent, what were the social consequences of dropping the bomb. And they decided universally that it would be wrong, that no matter whether the bomb worked or not, it would be morally indefensible to drop the weapon. That advice was ignored. And of course, Truman dropped the bombs. And then the third of these events was Brexit. And there was no wise advice offered or hearkened to in the run-up to Brexit. So you have these three things. Wisdom was offered in the 1780s to Americans writing the Constitution, offered and accepted. In 1945, wisdom was offered and rejected. And in 2016, it was neither offered nor therefore rejected or accepted. There simply wasn't any, which is one of the things that makes me wonder, is wisdom ebbing away from modern society? And if so, why? Okay, let's go back to the storehousing of knowledge. One of the means was the library, the other was the encyclopedia. When does that arrive on the scene? It arrived, well, according to the French, it arrived in the early 18th century with Denis Diderot, and it was a magnificent thing, a thing of great beauty, 20-odd volumes. There are now, I think in the London Library, there are 980 encyclopedias of all manner of things. The classic of all those, certainly in the English language anyway, was the Britannica, 18th century, created in Edinburgh in Scotland. Eventually it made its way to Chicago, and the best of all, by universal acclaim, was the 11th edition, which was the encyclopedia of most British and American households from about 1928 to 1955. But the problem with paper-based encyclopedias is that they presented a snapshot of knowledge as it was when the encyclopedia was edited. And so there are some utterly incorrect, but some
Staying up till the break of dawn, trying to pick myself off the ground. Wanna get back to time I lost and turn this around. There's a bright side in the storm, but my head's in the clouds. Trying to find what I'm looking for. Where's the upside of down? Oh, upside of Music you love all day. This is Rima 99.9. There are many ways you can enjoy Timbertown pies. You can buy them frozen, ready to bake yourself, or pre-baked, ready to heat and eat from all local IKEA stores and selected food outlets. The range includes gluten-free pies, and with 12 varieties, the choice seems never-ending. Chunky steak, chunky chicken, chunky lamb, and minced beef potato pies, even delicious apple pies. All come with the famous Timbertown taste and quality. Check out timbertownpies.com.au now. It's well worth the visit. Station sponsor. I've heard that you should always let newborns sleep on their backs, but don't they need tummy time as well? Hi, I'm Kate Ryan for Focus on the Family Australia. According to doctors, the answer is yes. Babies need to sleep on their backs because it reduces the risk of SIDS, but they also need a little time on their tummy each day. Tummy time is important because it helps strengthen the muscles in their arms, neck and shoulders. It also gets them ready for crawling and rolling, which is another critical step in their development. Take a few minutes each day. The range. Oh yeah, sorry. So here we are. Overall reporting and awareness numbers are up. That is a good thing. And I convince you that it's actually the instrument that reigns supreme. Bar paying $2.20 $1.04. 4 real shady $3. That С убийством Александра II есть воспоминания одного из народовольцев, что они, как только произошло это убийство, если это убийство разнеслась по России, они, говорит, сидели на вот этой тайной квартире, выглядывали в окно, когда же народ-то вывалит на улице. И она была та же самая схема. Народ готов. Народ готов, уже так это
И сначала 24 числа, 25 числа были похороны. Видимо, 25-1 же очень боялись, что, собственно говоря, сильно сейчас факелы замахали. И во время его похорон выступали студенты, были митинг, власти разрешили, выступали студенты, выступали преподаватели, выступали в очень положительном ключе в отношении Анбалах. И когда его уже хоронили 25 числа на самом кладбище, там никого не пустили, значит, очень активно речь выступил священник, практически церковь поддержала его в Янопалах. То есть, но дальше это еще пошло, потому что пошли ведь другие митинги, в других городах пошли митинги прошли и в других странах, очень много в Чехии, в разных городах пошли митинги происходить. И вот эти митинги уже начали разгонять, очень активно начали разгонять, арестовывать, потому что, допустим, вот это, когда его хоронили, там митинг собрание 3000 человек с пропуском. Вот. Но, тем не менее, дальше вот это вот все стали активно силой подавлять все эти, значит, личные выходы населения, и все-таки это остановили. И дальше пошел вот этот вот очень известные заявления, которые произошли уже буквально в прессе, заявления, значит, представителей коммунистической партии, ЦК коммунистической партии Чехословакии, которые заявили о том, что вообще Янопалах это провокация, что вообще ему говорили, и даже называли фамилии, кто ему говорил, в том числе и руководитель студенческого движения, якобы ему говорили выйти и поджечь себе так называемым холодным, значит, топливом. То есть, проще говоря, топливо, которое горит, но не обжигать. Вот. А когда он пошел, ему изменили. Ему подсунули другое топливо, чтобы он себя сжег. То есть это была провокация. А эти люди, которые были названы, вот этот вот представитель ЦК, который назвал вот этих фамилий, и подали иск значит, на вот этого человека о том, что, блин, мы никогда даже не контактировали никогда с ним. Он одиночка, следствие даже само показало, что он одиночка, мы никогда с ним не контактировали. Но, значит, суд длился очень много суд. Практически 2 года, в 70-м году только было вынесено решение. Суд заявил о том, что представитель ЦК был прав. Да, эти люди действительно не его уговаривали, но это была просто реакция, это было его высказывание мнения, да, он там немножко переборщил, но он имел право на это высказать мнение. Так что вот, собственно говоря, свобода слова, так что, извините меня, мы не можем оказать человеку свободу слова. То, что другого заклеветного не летает, это вот слишком крупное выражение в мире. Вот, тем более, что в суде этот человек говорит, на меня неправильно поняли, но имел в виду эти фамилии, я, собственно говоря, назвал в контексте и тому подобное. Ну вот, собственно говоря, суд идем, суд прошел. Но, тем не менее, Янопалах превратился в символ, вот очень сильный символ, и, собственно говоря, дальше уже события во время Советского Союза эту информацию старались прикрывать, и во время Советской Чехословакии не давать им, и даже вплоть до того, что в 1973 году он уже был похоронен на Праге, его извлекли из этого, не увезли в очень далекий городок, с которого, собственно говоря, он был родом, и там, собственно говоря, его захоронили в этом очень далеком городе, потому что в его могиле постоянно происходили, люди несли цветы, ставили свечи и тому подобное. Его там не захоронили, но потом уже после того, как Советская Чехословакия исчезла и появилась Чехословакия, значит, его могилу вернули, его опять вернули в этом на Пражском кладбище. Ну вот, если вкратце, такие вот события следовало. Мы говорили, что церковь тоже высказывалась в его поддержку. Для них не самоубийцы. Это же грех. Безусловно, но еще зря вот эта вот поддержка церкви выразилась в том, что как раз во время похорон на кладбище никого не пускали, только был священник, и были родственники. Fire, 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 fire. Yes, my sisters, yes, my brothers. Okay. Today's event was organised by what we call ourselves the Black Caucus, who are the Sydney Basin black fellas who are privileged to be here on day. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock. My way, bigger than the water. My yeah, mama, they do much. I let my keyboard do the talking. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on